Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Наполеон Бонапарт. Приветствую вас, друзья, на канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня мы залетаем вместе с генералом Максом в игру Cards и продолжаем нашу американскую доблесть мундира защищать и американской нации играть в рейтинговых боях. Приветствую тебя, Макс. Приветствую, Сергей, приветствую, зрители. Я думаю, сегодня у нас план выйти из звания новичок, да? Да, все-таки есть. Будем бороться, рваться в победу. Так что готовь свой ятаган. Мы начинаем. Мы с предыдущего эпизода, друзья, изменений в колоду никаких не привносили. Конечно, есть идея увеличить те бомбардировщики из предыдущего видео. Вы, кстати, предыдущие части можете в описании сможете найти. А пока авансом поставьте нам лайк, подписывайтесь, пока мы ищем нашу первую битву. Мы также на военном совете, на ставке приняли решение, что сегодня мы будем играть, несмотря, даже если будет искусственный интеллект, будут только рейтинговые бои для продвижения. Но нам повезло, с нами играет рядовой первого класса. Так, Противник. здесь мы выкидываем, я думаю, вот эти две карты. Меняем. Ну, в принципе, неплохо. Есть чем ходить. Разыгрываем мы наш дивизион 463 и передаем ход противнику. Я, кстати, думаю, что не совсем эффективно именно такую колоду иметь, то есть Америка с Америкой. Лучше все-таки брать какую-то вторую нацию. Ты американцев в любом случае можешь полную колоду набрать, а вот Угу. вторую теперь уже не положишь. Думаю, да, возможно, ты прав. Это просто потихоньку познаем игры и вообще эту игру. И я думаю, что легче, конечно, с одной нацией двигаться, в ней хорошо разобраться, а потом, конечно же, дальше развиваться. Я думаю, это будет хорошая тема для наших следующих выпусков по данной игре. Попробовать интересную собрать фракцию. Мне, конечно, очень хочется попробовать с кредитами и с копированием бомбардировщиков еще какие-то такие связки поискать. Ну, условно, на спаме, если это применимо, в принципе, к данной игре. Странно, пока рядовой первого класса ничего не поставил. 22 уровень, у него ранг, у нас пока 24. Тут я даже, еще что-то поставим, давай 30-й полк, а там Я будем бы двигаться. Я бы так не рисковал, потому что, может быть, у противника эта карта за 5, например, которая выносит все. Но пока он ее, конечно, не сыграет, но уже Хорошо, через давай 2 тогда хода пойдем, займем фронт и за и, двоечку разыграть. еще и бафнем эту же карту, которая у нас на фронте. Давай так сделаем. Может, ты прав, потому что он ждет, готовится, чтобы сделать бубо. Пока хотя 3 Ну, кредита у него, ну. может быть, ему просто не зашли дешевые карты. Вот, пожалуйста, ярость. Кстати, мы играем против... Это Британия, я так понимаю. Штаб Александрия. Здесь, наверное, в лицо идти, да, ты В думаю? лицо и, наверное, выставить 30-й дивизион. Я так смотрю, что по кредитам нам хватает. Угу. Возможно, да, у противника не заход, и у него хорошие карты сидят, но дорогие. Скоро об этом мы узнаем. У противника ярость, я так понимаю, он может ходить... Дважды заход может атаковать. Ух, Ярость. да, пошла раскачка, довольно-таки серьезная. Такие теперь мощные. Ну, я думаю, нам по-любому нужно ставить гаубицу, чтобы наносить дальним уроном по отрядам противника, которые пока еще не могут к нам подобраться, давать в лицо и остальные отряды выводить на линию фронта. Ну, я бы так, наверное, сделал. 4-4 выведем, он у нас довольно-таки сильный. Дадим в лицо. Да и 1-2-2 тоже выводить, так как есть кредит, почему нет?
Или ты Ну, не он его хочешь отдавать? бесплатно заберет, да. Тут, когда, если он фронт перезаберет, мы там... Давай пока так и оставим. Хорошо. Просто Стратеги... сейчас противник бесплатно его забирает. Эти отряды... Будем стратегически беречь наши отряды, наши войска. Это правильная стратегия, я думаю. Ну, я думаю, хороший генерал начинается тот, который бережет своих людей, свои отряды, а не пускает их в расход. Так, я Пока теперь противник уже, довольно-таки пассивно играет. Франция появилась, но я вот уже задумаюсь всерьез. А ты понял, о какой карте? конечно, да, я уже на нее И 2 хода мы, в смотрю. принципе, И мы зачищаем стол и на мы, самом-то деле. правда, ценой размена, да? Ценой размена. Можно не размениваться, можно в лицо пойти. И, наверное, так и стоит сделать. Просто разыграть за 5 и ударить в лицо. А может продолжать бить, держать фронт, разыграть 30-й полк. Я просто пока как варианты думаю. Смотри, в следующий ход он тогда 4-5 убьет твой 4-4 и каким-то из отрядов выйдет на фронт. Ну или тебе либо нужно еще отряды двигать на линию фронта, чтобы он ее не захватил. Мгм. Просто я надеюсь, что он еще что-то поставит. 20 секунд. Давай мы, наверное, рискнем. Тогда выводи еще пехоту, которая находится ниже, одну, и разыгрывай 30-й полк. Я так думаю сделать. Может, он еще что-то сейчас заспамит. И все-таки тут надо 4 наносить урона, я считаю. Ну, в плане, чтобы использовать максимально эффективно. Да, он предпочел разменяться. И сейчас может занять линию фронта. Да, так и происходит. Не знаю, Но правильно мы сделали, неправильно, но пока что мы справляемся. Но у него еще 3 кредита. Еще за можно 3 что-то сделать. кредита можно поставить один, ну или два очень дешевых отряда. Я вот думаю, А 4-4 вот что вот убивать это за 4-3. обозначение такое? Клещ. Я вот... Ты можешь объяснить и мне, и зрителям, Да, как они да. работают? Пока я разбираю Это его. клещи, это тоже уникальная механика для каждой из карт. Я думаю, тут нужно убивать 4-4, выходить на линию фронта и разыгрывать Шермана. Как раз хватает. Да, это будет прям оптимальная для нас сейчас стратегия. Ух, какие хорошие карты. Итак, клещи — это эффект, который Мгм. выставляем карту и накладываем этот эффект на еще одну, которая находится на столе. В течение, пока эти карты находятся на столе, обе, работает эффект клещи. Эффект этот индивидуален для каждой карты, то есть тут уже нужно читать описание. Мгм. То есть он захватывает и дает еще другой карте, правильно? Какой-то эффект Ну, уникальный получается, для... на эту карту работает этот эффект и на ту, на которую он дает. Мгм. А как ты смотришь на то, Тяжелая чтобы броня, но с этим бы... пробафать наши отряды? Только можно еще, например, 30-й полк выставить и пробафать вообще всех на хп. 4 отряда получат дополнительное здоровье. Танком он тогда уже не разбирает наши 2-2. Или ты хочешь истребитель? Можно истребитель, он же двойной урон наносит. Да вот Вот. я по наземным целям тоже думаю за это. Может, вы пока... Ну, давай сейчас сыграем истребитель. А, ну потом... И за 5 разбафаем всех. Можно так сделать, почему Да, нет? я думаю, все-таки надо сейчас... Давай в лицо идти, у него мало жизни. А, под охраной он стал теперь. Понял. Давай все-таки через истребитель сыграем. И всех Да, бафать. да. О, хорошая гаубица к нам прилетела. 3-1, которая. Тут у нас, знаешь, вот эта гаубица 1-3, может ее, ну, под замену подумать. Она как бы без бафов не сильно плюс 8 к защите, отхил. Хорошо, хорошо. Боится соперник. Ну так посмотри, какая мощь на столе.
Так, артиллерии нам нет смысла бить по танку, так как у него сейчас тяжелая броня, и он получает на 1 единицу меньше урона. Фактически ноль, да, будет от артиллерии получать? Фактически 0, А да. для нас потраченный кредит. А это тоже будет под охраной, да? А, или это тоже охрана? Если два охранника, то можно Это тоже охрана. выбирать же, правильно? Тогда можно Да, по нему будет да. нанести. И мы можем больше урон сейчас сделать. Кстати, Давай да, сейчас давай истребителем выведем... 1-4 убить. Давай Блиц выведем, он же апнет истребителя нашего. Давай. Тогда можно и по 2-9, 5 5 урона. урона мы ему нанесем. Либо 1-4 убиваешь, либо 5 урона наносишь. Ну, наверное, лучше 1-4 убивать. Это минус отряд. И он тогда уже танком не забирает твой 2-3. И мы Ну, можем артиллерии. артиллерию. И можно вывести еще второго истребителя такого, и тогда на следующий ход Может ты забираешь. артиллерию. Она будет 4 А, как выдержать. Аж, ну, с учетом, что сейчас баф стоит, у нее она 4 Ну, урона. давай артиллерию, если что, кого-то другого тоже можно замочить артой. Давай артиллерию, наверное. Или он сейчас загрится на нее. А вот эта единичка что? Тяжелая броня. Все, понял. У него тут мощные карты и много в руке карт. Удивительно, он еще... Может, это стратегия такая. Смотри, сколько у него карт. И у нас, в принципе, немало, благодаря тому, что мы Шерман закрыли. Шерман нам дропнул 2 карты, и баф на 3 единички тоже дропнул карту. То есть, если бы без этих карт, у тебя бы сейчас одна была в руке всего. Ну да. Прокрутка хорошая, смотри, какая, что-то он ищет. Так. Хороший вопрос, что? Так, мы танк не убиваем. Мы танк не Да, убиваем. не убиваем. Ну, наверное, бить все равно по нему нужно. Сейчас бы, Но конечно, у нас этих 4 карты уничтожить случайный отряд. Это было бы идеально для нас. Но пока, к сожалению, нет. Я думаю, двигаться мощной артиллерией вперед, разыгрывать дальше. Ну, тут удар мы точно можем сделать. Еще выживает наш. Ну, по танку, да. По танку бить авиацией, так как она имеет двойной урон по Артой наземной стрельнем. технике. А может не стоит, а может в лицо артой 3 единицы наносить. А, а защита почему сейчас не работает? Потому что это арта. На Арта арту это не игнорирует влияет? эффект. Да. Всё, тогда точно надо. Я что-то это не знал этот момент. А Слушай, 4-5 можно вперед вывести и и поставить разыграть. еще один. И 30-й, да. Либо самолетик, либо А давай... 30-й. хотел самолет уже потом, ну, нажал. Ладно, пойдет и так. Я что-то в момент охраны, я думал и артиллерии нельзя бить. Упустил. Ее охрану игнорируют, получается, бомбардировщики. А это всем отрядом? Слушай, это имбовая карта. Хорошо, Надо- что мы самолетик не Надо поставили. себе такую. Что она делает? Ковровая всем отрядом. То есть смотри, это реально... Она стоит 7, но она, блин, реально 2 линии бьет. Всем Ничего отрядам противника он, по-моему, и себе тоже урон нанес. Вообще всем отрядам. Вообще Мгм. всем. Так, у нас выжила арта, но Нет, правда... всем вражеским отрядом. Ага, Вот значит... карта. А почему у него танк на 1 хп остался? Да Я не что-то знаю. не понял. Что мы тут... Ну, летачок, наверное, выведем. Выставляй, ну... Я не знаю, кредиты ты хочешь приберечь для комбы с тем... Пока да, у нас пока кредитов хватает. У нас же ж проблема, у нас карт уже все меньше и меньше. Как ты думаешь, выводить отряд на линию фронта Да, или нет? выведем. Я думаю, это будет достойный размен. Больше мы ничего не можем разыграть пока такого. Со следующего хода твои кредиты будут работать максимально эффективно, то есть уже мы достигнем максимальной 12 такой градации, и дальше будет выше.
Мгм. Тут главное, чтобы соперник не передавил. Он такое ощущение, как ждет. У него, ну, козырные, хорошие карты такие. Потому что, обрати внимание, очень много событий. Мы как тогда пехоту ту порешали. Он, кроме... Один танк у него сколько держится. А то он все событиями что-то там убивает, наносит урон. Вот первый летачок. Ух. Ну, хорошо, что наш самолетик выжил. Он, кстати, много на это кредитов отдал. Мгм. И не убил самолет наш. Может, чем-то доберет. А, или так, чтобы мы разменяли. Так, а почему он бафнулся у него? А вот и наша комба пришла. Я думаю, это хороший вариант. Подожди, Размен- давай подумаем. Если мы сыграем 5 за 5 кредитов, то мы убиваем 1-2, и самолетик становится 2-2. И тогда мы самолеты можем разменять. То есть, И таким образом зачистить стол. Но я не знаю. Это будет стоить 7 маны. я не совсем... Ну, давай бомбардировщика разыграем сейчас. Давай. Мы сыграем сначала пробудившийся гигант. Он не работает, он только на линии Ой, фронта играет. что я мелю? Да, прошу прощения. Я перепутал с теми железными поставками. Так, 20 секунд. Как мы... Мы его не убиваем. Только этого убиваем, да? Если ты разыграешь звезды и полосы, тогда убиваешь и Давай, самолет, давай разыгрывать. Убирать. и Теперь... самолет тоже разменивал. Ну тут артой в лицо, не успел. Ну, А, в ладно. час нужды нам теперь не хватит. Ну ничего, мы... Хотя, подожди, чё? Если он сейчас убьет, то наша компания сыграет. Он выставил 2. Ух ты. О, 3. истребители. Отряда. Это красиво. Она... Ну, радует то, что у нас есть бомбардировщик, который мы сейчас можем Так, чуть-чуть ну мы прокачать. сейчас берем... Я думаю, играть 2 этих бомбардировщика. Тут лучше на наземный отряд, так как двойной урон идет. 4 урона. Да, даже больше. А, не будут отвечать. Это же истребители. Мгм. Истребители будут отвечать, да. Тут, в принципе, можно и пехоту. Артиллерии не будет отвечать. Ну, давай артиллерии. И пехоту, и еще один истребитель. Ой, Да, я бомбардировщик. думаю, не зачистит ли он сейчас. Нам бы еще подождать кредитные эти. Я пока оставляю. Думаю, давай пускай так и будет. Бомбардировщик я бы еще приберег, вдруг зайдут другие кредиты. Карт сейчас меньше и все. Ну, если не зайдут, то выставим, конечно. Просто у него сейчас очень мощные. А их цена какая? Это хорошие самолетики. 5. Но таких, по-моему, нет. И они не получают, А это он бесплатно убил, да, наши? Это, да, это потому что наши бомбардировщики. Мгм. Вот сейчас как раз тот такой момент переломный, когда у нас карт мало. Мы можем заставить отступить один тающий отряд. Но есть ли в этом смысл? Ну, в то, что он не разыграет на этом ходу, наверное, смысл в этом есть. Ну, будем... Выставлять бомбардировщик, он опять его бесплатно Да, забирает. Пока все как-то не особо складывается. Давай. Может быть, нашу пехоту вывести вперед? Тогда ему придется танком биться, а так он может и походить, дойти до нашей линии.
Но у нас есть еще блокировка линии фронта. Но пока что игра интересная, но переломный момент, по-моему, наступил. У него пошли хорошие карты, дорогие, а у нас таких нету. Хотя, ну, Нас- что может изменить ситуацию у нас? Танк Шерман. Ну, просто вот эти 2.7 мы мучились. Я не знаю, чем так. У нас, кстати, знаешь что? Вот. Случайный отряд уничтожить у нас ни одного так и не было еще за игру. А их 4 у нас в колоде, если не ошибаюсь. По-моему, 3 у нас. Ну или 3. Ну, тоже, в общем, что немало, как бы. Вот она и есть. Тут мы ничего не разбираем, как таковое. Наверное, есть смысл. Не Наверное, спеши биться. сначала Сначала есть... смерть с небес. А, тут же я Ну, хотел удариться. Ну, нам бы, конечно, этот уничтожить, но... мгм. ему ты нанесешь танком только 1 единицу урона, при этом танк Но я погибнет. думаю, пока линию бреющий полет не будем использовать. Ну, 2 пропускаем, ну, что ж делаешь. Сейчас он, по сути, конечно, много нам, 12 урона наносит. Думаю, да, не оставить Бомбардировщики эти, конечно, или это истребители, это, конечно, мощь. истребителя. Вот он зачищает ствол. Ну, хорошо, что не в лицо. С другой стороны. Ну, с другой стороны, уже, я так понимаю, нам уже с учетом, что вот есть и арта у него, что это как бы уже и летал, может быть. Так, Тут надо блокировать. да не, артиллерийский отряд. Убивает. Так, играем полк. Я думаю, нужно играть и бомбардировщика, иначе, ну... Да, он его бесплатно забирает, но так мы, по сути, умираем. Так А он один почему? истребитель. 12, а у нас 13. Давай, вдруг зайдет та карта. Вот так он точно, мы на ход просто живем, а так мы еще его, может, как-то реализуем. Если он чем-то сейчас бафнется или у него будет что-то... Еще раз арта. Он почему? Он танком вроде бы как забыл походить. Да. Наносит 4. Но нас опять же это не спасает. 2. Слушай, а мы можем 2 и вывести? 3. А, он нас как-то чем-то заблокировал. Слушай, мы не можем. Тогда не можем. Тогда не, мы его не выносим, да? Что ж, похоже, это поражение. Похоже, да, друзья. Я не знаю, как Ну, тут сдаваться. Мы уже дождемся и запустим следующую битву. Но было интересно. Было интересно. а попробуй нажать на настройки, там, может, можно сдаться. Да пускай уже добивает. Да, я понял как. Ну давай, подожди. Тут уже артиллерия. Так. Этот противник был на 2 звания выше, чем ты. У тебя типа 24 звание, у него 22. Но тем не менее, смотри, наш прогресс прокачивается, значит наша основная цель достигается. Прогресс уровня колоды, но не прогресс по звездам. Ну и мы вроде как не потеряли, или потеряли. Не потеряли. Тут, Это наверное, может быть новобранцев, потому, что он наверное, сильнее щадят был. в этом плане. Чтобы доползти, а там уже... Ну, наверное, дальше в рейтинге же будут забираться, да? Да. Забирается за поражение 1 звезда. И, кстати, если вы проигрываете, по-моему, 3 боя подряд, неважно, сколько у вас звезд было, вы теряете целый ранг. Ух, как жестко они Тут, сделали. тут система идет, получается, идут звания, из каждых 5 званий состоит ранг. И Мгм. если ты 3 раза проигрываешь, то теряешь. Но подряд. Понял. Более чем 2 победы, это идет серия побед, и за них, по-моему, дают тоже дополнительную звезду.
Так, ну что, я предлагаю, как мы сделаем? Ждем до 2 минут, по-честному, это на самом деле недолго. И если что, тогда активируем битву против ИИ. Хорошо, потому что надо как-то выползать. И Бран, может быть, колода еще недостойна этого, может быть, дальше Не, да будешь я не против, охватывать. мне все-таки интереснее такие бои играть. Но если ищет долго, то тогда уже Но против ИИ. Я считаю, уже лучше сыграть быстро против ИИ и дальше двигаться, чем условно там 5 минут ждать, как было в прошлой игре нашей, в прошлой записи. Пока зато можно рюмку чайка опрокинуть. Ой, хорошего. На ты мантикоре. горячий, На коре горячий мантикоры. или холодный пьешь? На корне мантикоры. Остывший, скажем так. Запускаем битву. Активируем дополнительную опцию. Так, ну Ух тут ты, 2 бафа заходит, но, конечно, лишнее. Самолет тоже лишний. Он дорогой, потому что действие у него 2 кредита стоит. У тебя прекрасная стартовая рука, я считаю. Два отряда для начала, один в Блице и круто. Ну да, этот еще его и апнет. Еще и есть у нас отряд, который... События, которые действуют на линии фронта, наносят 2 единицы урона. Я предлагаю просто пробафать, наверное. Да, тут пока первые ходы тут особо и без вариантов. Будет хорошо сейчас Шермана. Ну, пока это невозможно, но в ближайшие ходы все-таки захватить у фронта. Не знаю, у нас есть гигант, я бы пока фронт ему оставлял, но мы ничего не можем, это, наверное, пропускаем просто. Я предлагаю Ну, пропустить. нужно либо пропускать, либо оба отряда двигать вперед. Либо пропускать. Ну давай, более агрессивно. Причем танка может даже дать в лицо. Поздно. Я уже, да, нажал. Микрошанс дадим сопернику. Ну, пока хорошо, то, что у нас играет Шерман. Я предлагаю его сыграть. Взять карты лучше. Так, у Прекрасно. нас тут и гаубица появилась. И дивизиончик хороший. Ну, рандом еще благосклонен к нам. Да. Шерман выжил. Мы даже с Шерманом, давай сейчас убьем этот летачок. Дадим Шерману 5-5. Ну, 1-1 точнее. И им убьем летачок. Я так и не понял, кого ты хочешь убить. Я хочу истребитель этот убить 4-4. Да, только тебе кредитов не хватило. Ну, ладно. Да. Но а комба была вообще хорошая. Тогда мы за единичку разыграем наш отряд еще. И пока на этом остановимся. Да, друзья, не рассчитал я. Ну, наверное, поэтому я и не генерал такой. Я думаю, тут проблема в том, что в больших крепостных игр стоимость карты, она считается только когда ты разыгрываешь карту. А тут еще действие на столе тоже платно. Да. Не, ну в этом и уникальность определенная. Не Давай знаю, давай, сейчас... давай все Нет, давай за зачистим-то и 5. все. Давай за 5, да. Мы зачищаем все-то и все. Все красиво. И либо 2 в лицо, либо 2-2 переводить вверх. Я думаю, лучше в лицо дать. Так, а эмоции вот это, да? Ну, по БМ Бай. искусственный интеллект. Я думаю, он не обидится, не расстроится. Все нормально.
Так, разыграть или... Ну, тут, в принципе, розыгрыш особо ничего не даст. Одним лицом. Пока контролируем стол, все как я люблю. Боевой вылет. Так, кредитов у нас пока нету, да? Окей. Может, гаубицу еще поставить? Так он ее заберет тогда бесплатно, Но бомбардировщик. 5-3 все-таки нужно убивать бомбардировщика. Давай Иначе он Шерман будет... сыграем. Сколько там Давай, карт в давай. руке не сгорят у нас же? Нормально. Я предлагаю все-таки танком убить 4-4. И давай разыграем нашу теперь гаубицу в этой потом синергии вот с этим грейхаундом нашим легкобронированным. Она станет 2-3. И ну уже будет более нужную силу представлять. Ух, противник выставляет весьма-весьма неплохие отряды. Нет у нас никакого бафа, чтобы 3-3 еще как-то снять. Да ну разменяемся в том. Мы сейчас, получается, А, можем... подожди-ка, ты сейчас можешь Шермана отправить вперед и Шерманом 3-3 убить. Точно. Вообще. В целом. А раненый 4-4. Гаубица в лицо. А или ты хочешь даже Ну да, забрать... ну, гаубицу и гаубицу. тут уже Пока в вроде лицо, все в красиво. лицо. Так. Так. Не знаю, Ну, я тут давай можно играть просто, давай смерть, просто да? идти в лицо уже. А что охраняет? Дымовая завеса и как ее убрать? Никак. Мгм. Там, возможно, какой-то отряд дает. Нужно Мгм. уничтожить отряд, наверное. Там с плюсиком посмотри. Может это... А, это еще и бесплатно, прикинь. А давай на второй сыграем смерть без и не теряешь ничего вообще. Ты этим уже бился. А, тогда Тогда артой. гаубица и танк. Ну, как бы GG. И будем ждать третий интересный бой. О, вот мы 12 получили уровень. колоду, вот эту вот базовую Карту. американскую. Не колоду, ты карту одну получаешь. Там колода. Ну вот смотри. Видишь, это полная колода из 40 карт достигнете. Мы это сделали. А, Я же говорю, колода. Давай сейчас значит, у тебя появилась целая куча новых карт, которые, возможно, ты сможешь использовать даже в этой колоде. Так, стоп. А где наша делась? Она как-то заменила. Да не должна была она заменять. Вот она у Вот. тебя ее. Просто она как-то странно съехала вниз. А была на первом месте у меня. Хорошо. Так, ну что, мы разогрелись и готовы к третьему поединку. Генерал Макс уже проявляет нетерпение. Я думаю, что... Достает и опять прячет чеку в свою гранату МК-5. В следующем эпизоде нам уже нужно будет
пересматривать колоду, так как ты получил много карт, и их наверняка можно использовать. Да, да. И мы также ждем, скоро появятся твои мастер-классы на немецкой технике. У меня есть инсайдерская информация, тестовое название «Немецкий фронт» или как-то так. Что-то было с этим связано. Будет интересно, я уверен. Давай, дружок, найди нам кого-то. Минуту, получается, ищет радар, матчмейкинг и предлагает потом ИИ. Но мы ждем, мы стойко ждем. Мы хотим ПВП. Я думаю, ПВП нас ждет на более высоких званиях. Ну, на самом Но деле пока- игра мне нравится. Вот свой есть уникальный шарм. Поэтому за это лайк и подписка на наш канал. У нее есть интересные механики. Есть что-то свое уникальное. Это линия фронта. Это кредиты. Это то, что кредиты влияют. Они сгорают перед каждым ходом. И еще влияют на игру карт на столе. Тоже, что очень интересно. Я так понимаю, техника, вся и отряды, полки тоже имеют реально историческое какое-то аналоги, значение. Да, каждая карта имеет на самом деле историческое описание, и если перейти в карты, и можно их почитать. Прикольно. И так можно и больше узнать о событиях в истории Второй мировой войны, о технике, использующейся, о героических полках, о дивизиях. Здесь я схитрил, думаю, подождем мы до 3 минут. А я пока еще балтийский чай Заболтал. хлебну. Не схитрил, а заболтал. Генерала Максима заболтал, я то за таймером следил. Давай, радар, давай, дорогой, стукни радар пару раз. Штурман. Не Окей, помогает. сказано, сделано. Идем наказывать. Барахлит наш радар что-то. Угу. Ты жарил, зря ты на него свое пиво холодное пролил. Он теперь... Да я думал, он освежится, будет лучше работать. Так, ну заменяем. Приходит, правда, и дорогая, но хорошая карта, она пригодится в дальнейшем. И гаубица Гаубица хороша. приходит. Бафа на гаубицу пока нет, но есть Давай такой баф. пока не танк, давай пока отряд. Так как танк имеет все-таки блиц, и его можно разыграть только со второго хода с этой способностью. То давай гаубицу, наверное, ставить, а Давай, потом и давай танк, гаубицу. и удар гаубицей хватит. И хороший наш бомбардировщик залетел к нам. Сейчас быстро решаем. Ярость это 2 раза заход. А дает Да, ли ярость, вот вон, ну или пехота, если он походил на фронт, он теряет. Ярость это если он здесь уже будет стоять, да? Или я на фронте, тогда ярость это именно атаковать. Он не два Мгм. раза ходит, он именно просто атакует два Ну раза. все, да. То есть если он раз походил, то он дальше стоит. Что думаешь, играть бомбардировщик или через блиц выводить танк и все-таки забирать 2-2? Да, выводить танки, забирать. Зачем нам яростно? Нам яростно не надо. Очень приятный танк вместе с артиллерией, когда вообще Мгм. класс. Да, да, хорошая комба на самом деле. Так, А вот это это был был блиц. Блиц. Мгм. Полк Кумамото. Мы играем, кстати, против японцев. Штаб Трук. Так, что мы тут можем? Ну, наверное, давай выведем нашего бомбардировщика и дадим артой и выдвинемся. Ну да, все, что можем, все сделаем. Все сделаем для победы. Уже не так плохо смотрится и бафы.
Но тут нужно подумать, этот танк. Бомбардировщик же не получает ответный урон, можно, по сути, безнаказанно его убить. И если удариться нашим отрядом 1-3 и бомбардировщиком, то ты его убиваешь. Давай так и сделаем. Я думал Шермана, но Шермана мы можем и на следующем ходу, в принципе, разыграть. Ах, одна единичка урона ушла. Не в отряд, а в штаб. Дополнительная, но ничего. Так. Блиц. У него блиц, по-моему. Да. И на нашу... Заблокировал артиллерию. Да. Но Ну, тут... это забирается бомбардировщиком очень даже спокойно. Да, но Шермана пока не будем играть. Все-таки с другой стороны... Ну, мы, если что, 30-м полком выйдем. Попробуем на следующий ход. Выйти, занять линию... Ну, не бомбардировщиком же лететь на фронт. Хотя можно, да, теоретически бомбардировщик? Можно, но бомбардировщик. Но ты самолетики просто редко. подставляешь его под бой. Ну да, да, это понятно. О, еще одна артиллерия пришла, это хорошо. Ну тогда мы разбираем, по идее, его. А как? Ну, артиллерия артиллерия. и Ну да, да. бомбардировщик. Уже ж она раз... Я забыл, что у нас есть артиллерия. Как говорил Лесь Деревянский в одной из пьес, а сейчас, мальчики, сыграем в игру, артиллерия бьет по своим. Ходим дальше. Ух ты, ну тут он прям нам Это подарок. просто подарок. Да. Есть все шансы очень сильно Я уже, задавить. кстати, нашу так колоду разобрал. Уже так, ну... Освоился, да? Да, да, но есть такие моменты, которые я поменял. Я думаю, вот артиллерия 1.3 все-таки можно найти какие-то лучшие версии артиллерии или бафы тогда тут хорошие надо на такую артиллерию. Так, это у нас Может быть, бомбардировщик. смерть с небес и все лицо. А все, ты тогда много сильно и не нанесешь. Давай тогда так задам. Можно танком. А, он же бомбардировщик, точно. Тогда ты, получается, ничего и не теряешь. Хитро. Заблокирован твой бомбардировщик. Стой, давай, может, разыграем еще 30-й полк вместо этого, вместо удара. Давай. Ну, я думаю, уже в любом случае мы летало мы должны наносить. В крайнем случае у нас есть. Сейчас миллион урона по всему столу. Ну, вряд ли это будет, конечно. Что там происходит, я не понимаю, что это такую механику. Наносит 1 единицу вражескому штабу. Он несколько таких карт сыграл, хотя ты вроде как 1 хп потерял. Не впечатлительно, скажу честно. Так, тут пока и на новобранца слабоват. Слабоват. Мы жаждем более сильных соперников. Да. Ну, давай еще. Но я поздравляю, у тебя новое звание рядовой. Спасибо. Спасибо. Ну, давай проверим тогда еще одну игру. Как ты поддерживаешь? Давай проверим, найдет ли нам соперника живого и предложит снова играть с ИИ. Я думаю, на рядовом уже можно кого-то найти. Даже, может быть, кого-то повыше, но это уже меньший разброс по званиям. Сейчас мы сыграем. Доставай пока стакан. Дорогие друзья, если вы играете в картс, то какая ваша любимая комбинация наций, на каких колодах вы играете? Звание нам новые погоны выдали, а вот радар не сменили, похоже. Нужно Нет, задонатить. враг обнаружен, отлично. И, кстати, это Улучшили. новобранец. Ну, хорошо. Так, ну что, мы сейчас, главное не отбить у человека жажду к игре.
Да, я думаю, чем сложнее, тем Я интереснее. тут, смотри, я все-таки в час нужды не упрашу, я его хочу оставить, ну, под ту комбинацию. Хорошо. Правда, такие все. Ну, главное, что первый ход есть чем ходить. Так, мы играем против Александрия. Ну, что это за нация? Британия, да? Да, Два так, великих союзника, сверхдержавы, сошлись в серьезной схватке без права на поражение. я еще думаю, что, скорее всего, он в союзе будет с США как раз. Ух ты. Слушай, хороший новобранец, а? Что он забрал у нас? А, наши. Ну, я не знаю, наверное, есть смысл играть сейчас Ну, бомбардировщика, большой потому риск. что так ты безнаказанно наносишь урон, Ну, и будем надеяться, следующий да, ход. что он ничем и не сделал, потому что час нужды до него еще жить и жить. Еще 2 хода. Оставить что-то нужное, иначе потеряешь стол совсем. Будем надеяться, что сейчас контрмеры за 3 кредита в начале у него. Да ладно. Фух, ну хотя бы бомбардировщиком этим ты уничтожаешь его пехоту. А, он заблокирован. Тогда все печально. Заблокирован наш бомбардировщик. Что играть? Да. Ну что ж, наша комба тут не сыграет хорошая. Ну, я думаю, действительно не жалею об этом ходе. Тут, наверное, или гаубицу, или может даже истребитель, Может, 30-й полк пока или просто? 30-й полк. Ну, давай. Тут, скорее всего, сейчас противник разменяется с нашим бомбардировщиком, да. Не разменяется, просто убьет его. Он-то не дает А, ответный. да, да. Он не получает и не дает в ответ. Ничего, мы теперь будем мстить. Первым Да, есть за делом. что. Так, ставим, наверное, гаубицу мы и бьем его. Или, ну, истребитель будет ответку получать. Давай так. Можно было и истребитель ставить, ты бы тогда 3-5 убивал чисто истребителем. Да, повышенный урон по наземным целям дает. Ух. Так, у нас 5 кредитов. Было бы хорошо, если бы было 6. Можно было бы 5-6 убить просто смертью с небес. А с другой стороны, Ну, мы можно можем разыграть. разменяться с ним и разыграть истребитель, да? Думаю, неплохо будет. Хотя мы опять его не... Но мы его в комбе опять убиваем. Сейчас, смотря что он выставит, тут можно и смерть с небес сыграть. У тебя уже есть 6 кредитов, и можно убить дальний отряд Да, 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 я тоже вот... и сыграть смерть с небес. Динамично, динамично. И может... Но опять нам пока нечем выходить на фронт, чтобы Шермана. Но мы не будем спешить его. В принципе, вот 30-й полк можно будет попробовать. 2-3, ну, самолетик твой он убивает. Ну, возможно, тут нужно разменяться. Так, а что он... Когда вы берете карту, ваш штаб получает +1 к защите. Ага. Может быть, уберем его и выставим гаубицу. Как тебе такой вариант? Еще одну. А давай. Чтоб потом наш танк выставить, который даст штаб. Давай, будем контролировать пока что, пробовать стол. Ой, это больно. Всем отрядом. Но он потратил все кредиты, а у нас остался отряд на 1. И мы можем сыграть Шерманом. Что, в принципе, очень даже хорошо.
Ну, потом разменяемся с этим Ну, я 1-1. думаю, это не Ну, страшно. это вот Лучше, хорошая была карта. Прям, а чё у нас таких не было в начале? Просто мы с другой играем нацией, да, наверное? да, да. Такая хорошая у него колода. Тоже. Ну, да, наверное, играем танк Шерман. Хоть и 4-1 вроде как, но нормально. ЗСУ, ты можешь заставить отступить его, если ты не хочешь с ним разменяться. Да я так тоже, давай попробуем. Не хочется, конечно, размениваться. Хочется в лицо Пол- пойти или с кем-то более, ну, более интересным разменяться. Полный контроль стола так выглядит. А мы уже тратили свои звезды и полосы или нет? Еще Не раз, было еще. а то был громкий эффект. Что мы тратили? Звезды и полосы. Или нет? По-моему, Вроде нет, нет. вроде в этой игре не тратили. Так, добить бы это чем-то. Штаб под охраной, понятно. А добить пока мы не можем. Ну, так. Не можем добить, можно... Ну, можно двумя, можно вот этой пойти и отдаться. Это ж танк, правильно? Да, это танк. Давай сделаем так. А танком Шерманом мы еще может что-то и выставим даже. 4. Не выставишь, не хватит тебе. Так, ну давай выставим летачок. И Шерманом пойдем. И 30-й полк лучше выставляй. То есть без... Ну давай. Это можно... Лучше, Ну чтобы да, это было нам чем. ничего не дает сейчас линия фронта, контроль. Ух. Как? Это было рандомно или он выбирал, интересно? Сейчас прочтем. Не наносит. Ну тут не написано рандомно, наверное. Случайно он пишет. Вот. Но это под гиганта хорошо пришло. Это Мы под уж- гиганта хорошо пришло, и у нас еще есть контрмеры против вражеской раты. Да ладно. Смотри, один самолетик мы можем заставить отступить, а один самолетик мы можем уничтожить через отряд за 6. Давай отряд за 6. Играем. Не-не-не, сначала лучше заставить. Поздно. Так бы он убил другой самолетик, у которого 4 хп. Ну, прошу прощения, прошу прощения. А, вот это, да, ты предлагаешь? Бреющий полет сыграть? Не-не-не. Что ж, соперник не выдержал нашего натиска. А как ты хотел бы его заставить вернуть? А, ЗСУ? ЗСУ, да. Все, я понял. Там просто тоже... А, там по гаубицам. Ну, друзья, не выдержал ли нервы противника, хотя я не понимаю почему. Мы как бы еще не критично все было. Ты просто каждый ход зачищал все, и у него всегда стал пустой стол, он всегда что-то выставлял. Ну, возможно, возможно. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте, что вам нравится, что можно улучшить. А мы с генералом Максом пошли обмывать наше новое звание. Всем пока и до новых встреч.